Всем привет! Вы на канале Leon Ring, и я предлагаю вам оптимальный маршрут по Гонконгу, пройдя по которому вы окунетесь в необычную атмосферу улиц, где Восток встречается с Западом, а старина соседствует с современностью. Вам откроются фантастические городские пейзажи с лучших смотровых площадок с высоты птичьего полета. Вы прикоснетесь к истории и культуре Гонконга и будете отлично здесь ориентироваться. Весь маршрут я отметил на карте, ссылку на которую вы найдете в описании внизу. Итак, поехали! Гонконг переводится как «благоухающая гавань», потому что когда-то здесь торговали благовониями и пряностями. Гонконг — это не город, а специальный административный район Китая. Он состоит из острова Гонконг, полуострова Коулун и новых территорий, включающих в себя также множество островов. В давние времена здесь располагались рыбацкие деревни, но когда британцам понадобился перевалочный пункт для торговли с Китаем, они в Первую опиумную войну сначала завоевали остров Гонконг, сделав его колонией и зоной свободной торговли, а затем уже во Вторую опиумную войну добавили к своим владениям весь Коулун и прилегающие острова. В 1997 году Гонконг вернулся в состав Китая, но на особых условиях. Здесь свои деньги, свои паспорта, своя полиция, свобода вероисповедания и даже отличный от Китая политический строй – капитализм вместо социализма. Начнем мы нашу прогулку на полуострове Коулун в историческом районе Монг-Кок. Это округ Яучим-Вон. Гонконг делится на 18 округов, ну а те, в свою очередь, на исторические районы. Монкок переводится как «переполненный угол», и это самый густонаселенный район в мире. Плотность населения здесь достигает аж 130 тысяч человек на квадратный километр. Для сравнения, в Нью-Йорке на Манхэттене этот показатель в 6 раз ниже. Выйдя из метро на станции Принц Эдвард через выход Си-1, мы сразу увидим легендарный полицейский участок. Здание, построенное в 1925 году в колониальном стиле, долгое время было полицейской академией и центром борьбы с триадами. Это бывшие тайные религиозные общества, которые со временем переродились в могущественные преступные синдикаты, управляющие всей уличной торговлей и производством товаров в Гонконге. Бороться с триадами было непростой задачей, потому что их поддерживало все местное население, и чтобы понять почему, достаточно пройтись по соседней улице Фа-Юэнь. Гонконг – это город торговли, здесь торгуют все и везде, вдоль дорог, как и 150 лет назад, тянутся километры магазинов и палаток. Пока эта территория была британской колонией, торговля всего мира с Китаем велась только через Гонконг. В 80-е годы прошлого века экономика маленького Гонконга составляла треть от всей экономики огромного Китая. Однако карьерный рост для местной молодежи в британской колонии был невозможен, и нормально заработать можно было только работая на триады, поэтому борьба с триадами равнялась борьбе со всем населением Гонконга. Но мы отвлеклись, идем на юг по Натан-Роуд, или как ее называли местные из-за роскошных магазинов и ресторанов, Золотая миля. Это самая первая улица, построенная британцами на полуострове Коулун. Названная в честь одного из губернаторов Гонконга Мэтью Натана, она ведет отсюда аж до самой аллеи звезд, на берег бухты Виктория, где мы обязательно погуляем, а пока полюбуемся интересными зданиями и почувствуем дух обновленного Гонконга. На перекрестке Натан-Роуд с улицей Бьют свернем налево и, пройдя пару кварталов, окунемся в местный колорит, погуляв по рынку золотых рыбок. Они почитаются во всем Китае и особенно в Гонконге, потому что только их и птичек можно содержать в местных маленьких квартирках. А кроме того, по фэншую правильно установленный аквариум приносит достаток и счастье в семью. Чуть дальше находятся известные на весь регион рынки цветов и птиц, которые я отметил для вас на карте. На рынке цветов продается столько разных растений со всего мира, что удивляются даже специалисты. А невероятные ароматы, которые царят здесь, вскружат голову даже самому черствому прохожему. Каждый цветок имеет смысл, есть цветы на любовь, на удачу, на хорошую дорогу, и стоят они совсем недорого. Есть легенда о том, что когда-то богатый отец девушки не отдавал свою дочь за бедного юношу, и тот, отчаявшись, пришел на этот рынок. Местная бабушка-цветочница посочувствовала парню и дала ему семечко, наказав вырастить цветок самостоятельно и принести его в дом возлюбленной. Увидев цветок невероятной красоты, отец девушки понял, что только истинный влюбленный может вырастить такое чудо, и благословил их на свадьбу. Рынок птиц также поражает своим разнообразием, а особенно красотой птичьих клеток, в которых пожилые жители Гонконга каждое утро в прямом смысле выгуливают своих домашних пернатых друзей. Продолжим прогулку по Натан-Роуд до роскошного современного торгового комплекса Langham Place, который является символом перемен для района Монкок.
Башня комплекса входит в десятку самых высоких зданий Гонконга, а торговый центр из-за дороговизны земли имеет необычную для европейцев вертикальную структуру и потому обязателен к посещению. Здесь раздают бесплатный Wi-Fi, есть необычно длинные эскалаторы, цифровое небо, отличные фудкорты и много магазинов. Отсюда на юг мы пойдем уже по знаменитой Шанхай-стрит, которая, в отличие от Натан-Роуд, представлена более старыми и низкими домами. На этой улице очень много торговых точек, но привыкайте к этому. Гонконг создавался как перевалочный пункт для торговли всего мира с Китаем и наоборот. Свое название Шанхай-стрит получила, потому что товары с местного вокзала уходили в основном в Шанхай. Мы, кстати, уже в историческом районе Яо-Ма-Тэй, переводится как поле масляного кунжута округа Яо-Чим-Вон. Здесь, на перекрестке Шанхай-стрит с улицей Ватерлоу, уже более 100 лет располагается оптовый фруктовый рынок. Раньше на нем продавались фрукты и овощи, выращенные поблизости, и потому в зависимости от сезона ассортимент их менялся. Но это никогда не относилось к апельсинам, они продавались здесь круглогодично, потому что их покупали для подношений Будде, да и вообще апельсин в Китае олицетворяет собой золото и процветание. И есть даже традиция на Новый год вкатить в дом, именно вкатить 108 апельсинов, а это 30 килограммов, распределить их по всем углам жилых комнат, а через 3 дня съесть или раздать. Рядом с рынком находится театр Яо-Ма-Тэй, построенный в стиле неоклассицизма с элементами ар-деко в конце 20-х годов прошлого века. Он был местом развлечения рабочих, мелких торговцев и рикш. В Гонконге всегда любили кантонскую оперу, но с развитием кинематографа пристрастия местных жителей сменились, и здесь до конца 20 века показывали фильмы. Но сейчас здесь снова дает представление кантонская опера. Вернемся на Шанхай-стрит и осмотрим исторический дом из красного кирпича, построенный в неоклассическом стиле. В начале прошлого века здесь располагалась насосная станция, снабжавшая район питьевой водой. Затем почтовое отделение, которое дало работу большому количеству людей. Они обустраивали свои палатки рядом с почтой и писали письма для неграмотных жителей Коулуна. Сейчас здесь учебная сцена для начинающих артистов оперы. Дальше на Шанхай-стрит нам попадутся лавки, продающие кухонные принадлежности, знаменитые на весь мир разделочные доски, которые можно купить в качестве сувенира, ножи, тесаки и топоры. Именно этим оружием и пользовалось большинство бойцов триад в местных разборках. На пересечении с Вин-Син-Лейн будет магазин, где представлены фигурки всего многочисленного пантеона китайских божеств. В Гонконге подавляющая часть населения исповедует в основном китайскую народную религию, основанную на даосских традициях и конфуцианстве, но с добавлением элементов буддизма, и потому такое большое разнообразие божеств не должно вас смущать. Дальше мы увидим храм Тинхао. Он состоит из 5 отделений со множеством статуй божеств внутри, но посвящен покровительнице моряков Тинхао. Она родилась с именем Линь в рыбацкой деревне на севере Китая и в первый месяц жизни не издала ни звука, поэтому ее прозвали Линь-Манянь, молчаливая Линь. Вскоре у нее открылось множество способностей, и она стала помогать терпящим бедствия морякам. В Гонконге очень много храмов, посвященных Тинхао, почти 50. Мало кто знает, что до конца 20 века Гонконг был мировой столицей производства детских игрушек, на которых выросло полмира. Здесь было 2000 игрушечных фабрик, а местные модели железных дорог – это вообще легенда среди коллекционеров. А мы тем временем уже на нефритовом рынке. Этот камень очень популярен в Китае, здесь его называют камнем жизни, потому что он приносит благополучие. Старинная китайская пословица гласит: «Золото имеет цену, нефрит же бесценен», а Конфуций говорил о хорошем человеке так: «Его мораль чиста как нефрит». Из нефрита была изготовлена печать императора Китая. Недалеко отсюда расположен старый полицейский участок, построенный в начале прошлого века в эдвардианском стиле, но по фэншую. Вогнутые углы здания компенсированы полукруглым портиком. Участок регулярно появляется в фильмах как один из немногих образцов старого Гонконга. Покидаем район Монкок и переходим в район Джордан, все еще округа Яо-Чим-Вон. Мы, напомню, находимся на полуострове Коулун, переводится как 9 драконов из-за 9 вершин гор, которые возвышаются над этой местностью. Вообще Гонконг ужасно перенаселен, но тем не менее 60% его территории не тронуто цивилизацией и представляет собой прекрасные горные национальные парки, о которых я расскажу в конце видео. А пока мы вернемся в район Джордан, названный в честь британского дипломата Джона Джордана, и прогуляемся по Темпл-стрит, храмовой улице, которая начинается от посещенного нами храма Тинхао до знаменитого на всю Азию ночного рынка Темпл-стрит. И обратите внимание, что мы гуляем по улицам Гонконга днем, но особый шарм они приобретают ночью. Уличная жизнь в азиатских городах начинается с заходом солнца, когда спадает жара.
Сама Темпл-стрит – это настоящее путешествие в прошлое Гонконга. Здесь вы почувствуете, чем жили и живут гонконгцы. Рестораны Дай Пай Донг на открытом воздухе, рыночные палатки, лавки предсказателей будущего и старинные караоке-бары откроют для вас историю и культуру этой местности. Ночной рынок Темпл-стрит чаще называют мужским рынком, потому что когда-то здесь одевались только мужчины, но сейчас в этом месте можно купить абсолютно все, и рынок по праву входит в десятку достопримечательностей Гонконга. Цены можете смело делить пополам и торговаться. Выходим на Джордан-Роуд и идем осматривать самые современные районы Гонконга. Китайские города сами по себе выглядят очень футуристично. Вот сверкает в ночи соседний с Гонконгом Шэньчжэнь. А это огни Шанхая. Так смотрится столица Китая Пекин. А это Суджоу и Ханчжоу. Однозначно впечатляет, но чистокол небоскребов Гонконга вызывает неподдельное восхищение и удивление. А мы немного отдохнем в мемориальном парке короля Георга V. Это дедушка Елизаветы II. А еще его называли близнецом царя Николая II. Парков его имени в Гонконге 2, другой находится на той стороне залива Виктория на острове Гонконг. А этот парк притаился среди вот таких небоскребов. Но в нем очень тихо и спокойно. Напоминаю, мы в районе Джордан, округа Яучимвон. Здесь находится крупнейший транспортный хаб, связывающий Гонконг скоростными железными дорогами с материковым Китаем. Вокзал очень большой, имеет суперсовременный и необычный для Гонконга вид, ведь Гонконг устремлен вверх и является мировым лидером по количеству небоскребов, оставив далеко позади Нью-Йорк. Но станцию построили невысоко, и в ее дизайне использовали элемент текучести, а огромное количество стеклянных панелей позволяет увидеть панорамы города даже с нижних этажей. Известна станция своим небесным коридором, уникальной смотровой площадкой с великолепным видом на 360 градусов. Отсюда начинается культурный район западного Коулуна. Гонконг постоянно расширяется путем насыпания суши, и этот район полностью отвоеван у воды. Здесь находится несколько уникальных по дизайну зданий культурного назначения. Первое, на которое стоит обратить внимание, это Сичу-центр, один из самых значимых культурных проектов в мире. Это работа известного архитектора Нормана Фостера, которому в частности принадлежит проект небоскреба Мэри Экс, о котором я рассказывал в путеводителе по Лондону. В Сичу-центре проходит огромное количество выставок и показывают постановки кантонской оперы. Она включает в себя музыку, пение, боевые искусства, акробатику и актерское мастерство. Джеки Чан научился боевой акробатике именно в школе оперы в Гонконге. На официальном китайском языке, или путунхуа, говорит только 80% населения Китая, остальные общаются на местных диалектах и совсем не понимают традиционный китайский. В Гонконге говорят на кантонском наречии, а китайские иероглифы здесь читаются совсем иначе. Например, Гонконг на кантонском произносится как Хёнкон, а на китайском как Сянган. Коулун на кантонском звучит как Гаулунг, а на путунхуа Дзюлун и так далее, имейте это в виду. Кроме Сичу-центра, в западном Коулуне расположены Дворцовый музей, музей визуальной культуры, арт-парк и много других интересных объектов. Но мы пойдем на смотровую площадку самого высокого здания в городе, здания Международного коммерческого центра. Его высота 484 метра, в его подвале находится огромнейший торговый центр, а наверху располагаются офисы. Самые верхние этажи занимает роскошный отель Ритц-Карлтон. Отель удивляет посетителей номерами с потрясающими видами и самым высоким в мире бассейном на 118 этаже. А на 102 этаже угощает вкуснейшими блюдами самый высокий в мире китайский ресторан Тин Лун Хин с 2 мишленовскими звездами. А мы пока поднимаемся на 100-й этаж здания на смотровую площадку Sky 100. На высоту 393 метра скоростной лифт поднимет вас всего за 50 секунд, и отсюда вы увидите весь Гонконг. Прямо перед нами бухта Виктория и остров Гонконг. Именно на него высадились британцы, и после его захвата основали здесь город Виктория. До 19 века Китай ничего не покупал у стран, торгующих с ним, а за свои товары брал только серебро. Англичанам это очень не нравилось, потому что все серебро, которое они вывозили из колоний, приходилось отдавать китайским торговцам. Но в итоге нашелся товар, который был востребован в Китае. Это опиум.
Захватив Индию, британцы стали производить его в промышленных масштабах и продавать в Китай. И в итоге не только вернули себе все серебро, но и почти опустошили казну Китая. Император попытался запретить торговлю, но британцы объявили империи так называемую опиумную войну. При помощи мощного флота разбомбили прибрежные города и чуть не взяли Пекин, вынудив императора подписать Нанкинский договор, выплатить контрибуцию, открыть порты для свободной торговли и передать в собственность короны остров Гонконг. Идем дальше. Мы уже в историческом районе Чимсачой, и это все еще округ Яучимвон. Название района пишется так и часто сокращается до TST. Чимсачой можно перевести как песчаный шип, и он действительно на него похож. Сначала мы насладимся пением птиц и отдохнем от городского шума у пруда с фонтаном в прекрасном китайском парке Коулун, в котором есть даже водопад. А затем поднимемся на Сигнальный холм. Это уединенное место, про которое не знает подавляющее большинство туристов. Здесь мы полюбуемся прекрасными видами на залив Виктория и на роскошный отель Розвуд. И обязательно осмотрим Сигнальную башню. Построенная в эдвардианском стиле, она раньше использовалась для размещения на ней шара времени. Это механизм для определения точного времени. Сейчас на башне его нету, а принцип его работы я покажу на примере Гринвичской обсерватории. Шар размещался в верхней части стержня и за 5 минут до полудня начинал движение вниз. Ровно в полдень он достигал нижней части, а капитаны кораблей, наблюдая за этим в подзорные трубы, сверяли по шару свои хронометры. Но шар времени мы с вами все же увидим. Он находится на копии здания обсерватории возле торгового центра 1881 Heritage, который мы осмотрим далее. Это многоуровневый фешенебельный торговый комплекс, расположен на месте бывшего штаба морской полиции Гонконга. А мы уже перед главным входом отеля Пенинсула, то есть полуостров. Это старейший отель Гонконга. Правда, старейшим является только шестиэтажное здание 1928 года постройки. А башню достроили уже в 90-е. Но это не важно, отель расположен в уникальном месте. Здесь в порту останавливались круизные лайнеры. На находящийся рядом железнодорожный вокзал прибывали роскошные поезда с богатыми туристами из Европы. У отеля самый большой в мире парк Роллс-Ройсов. Есть даже своя яхта и вертолет. В нем британцы подписали капитуляцию и сдали Гонконг оккупировавшим его японским войскам на Рождество 1941 года. А сейчас настало время прогулки по набережной вдоль бухты Виктория. Напротив, на острове Гонконг, перед вами откроется впечатляющая панорама из небоскребов, стоящих вплотную. Особенно красиво это смотрится ночью, когда включается яркая подсветка и начинается световое шоу. Недвижимость на острове Гонконг стоит таких огромных денег, что позволить его себе могут только мультимиллионеры. И не из-за роскоши апартаментов, а из-за дефицита места. А мы гуляем по обновленной аллее звезд. Отпечатки рук известных азиатских актеров вмонтированы в перила. В районе Чимсачой чуть дальше расположено несколько интересных музеев и театров, которые я для вас отметил на карте. Обязательно сфотографируемся возле памятника Брюсу Ли на аллее звезд и пойдем в сторону станции звездного парома, чтобы на нем переправиться на остров Гонконг. Конечно, это сделать можно и на метро, но лучше выбрать паром. Возле станции находится 44-метровая часовая башня бывшего железнодорожного вокзала, сделанная из красного кирпича и гранита. Во время путешествия через бухту Виктория с полуострова Коулун на остров Гонконг вам обязательно попадется знаменитый древний китайский парусник или джонка Аквалуна с красными парусами. Когда-то такие джонки бороздили гавань Виктория в больших количествах, но сейчас осталась только вот эта красавица, и потому, если будет время, обязательно прокатитесь на ней по гавани. На остров Гонконг мы прибудем на пирс номер 7, а на 8-м пирсе находится морской музей Гонконга с интересным сувенирным магазином. А сразу за ним вы увидите знаменитое колесо обозрения с круговым обзором в удобных вентилируемых кабинках. Отсюда отлично видны небоскребы исторического района Централ, округа Central and Western. Как я уже говорил, именно здесь высадились британцы в 1841 году и назвали это место Викторией, начав строить здесь торговые дома и склады. Затем в Викторию стали массово переселяться жители материкового Китая, а все потому, что торговля в Китае была очень регламентированной, стояла масса запретов и процветала коррупция, постоянный наплыв людей и создавал вечную нехватку места в Гонконге. Прогуляемся по району Централ. Первым мы увидим здание Международного финансового центра, которое является вторым по высоте зданием Гонконга. Его спроектировал Сезар Белли, автор знаменитых башен Петронас в Куала-Лумпуре.
В это здание, кстати, можно попасть абсолютно бесплатно. На 55-м этаже есть музей монет, куда может пройти каждый желающий и посмотреть на город с высоты. А всего в этом небоскребе 88 этажей, среди которых, правда, отсутствуют 14 и 24, что связано с китайским звучанием слова «4» — «смерть». И это одно из немногих зданий в мире, оборудованное двухэтажными лифтами. Рядом находится здание Центральной почты, построенное в 1976 году, и знаменита она своей надписью на арке в конце зала приема корреспонденции: «Добрые вести из далекой страны, как глоток воды для жаждущей души». Почта стоит у Биржевой площади со скульптурами, среди которых выделяются водяные буйволы, как символ трудолюбия. Это отличное место для отдыха и расслабления. Имейте в виду, в Гонконге очень жарко и душно почти круглый год, и такие парки – великолепное место, чтобы охладиться. Отсюда можно отлично рассмотреть здание Jardine House, которое в 1972 году положило начало эре строительства небоскребов в Гонконге. Вся эта набережная отвоевана у моря, и потому, чтобы облегчить вес конструкции небоскреба, его окна сделали круглыми. Здание принадлежит компании Jardine Matheson, которая заплатила властям Гонконга, чтобы перед их штаб-квартирой не было построено ни одного здания, и потому Jardine House отлично видно с полуострова Коулун и днем, и ночью. Оно находится прямо за колесом обозрения. Jardine Matheson, могущественная фирма из середины 19 века, контролировала почти всю торговлю Гонконга и огромное количество бизнесов по всему миру. После ликвидации Остинской компании Jardine Matheson в большей части заменила ее в торговле опиумом, чаем и другими важными товарами. А мы перейдем к Connaught-Road и выйдем на площадь статуй, которая украшает элегантное здание суда. Сейчас здесь осталась только одна скульптура банкира сэра Томаса Джексона, а до японской оккупации эту площадь украшало множество скульптур членов королевской семьи Великобритании. Над площадью возвышается здание штаб-квартиры HSBC. Это гонконгско-шанхайская банковская корпорация, которая располагается по этому адресу Queen's Road Central, дом 1, с момента своего основания в 1865 году. Спроектировал здание уже известный нам архитектор Норман Фостер, автор Сичу-центра. Банк HSBC контролировал всю торговлю с Китаем, и успех самого Гонконга связан именно с этим банком. Банк имеет право даже печатать местные деньги, а к статуям львов, стоящим у входа, молодые пары до сих пор приносят детей, чтобы постучать по лапам и носу на удачу. Здание построено по фэншую, в нем нет даже лифтов, чтобы не спугнуть духов. Вместо этого внутри используются эскалаторы. А по соседству возвышается один из самых узнаваемых небоскребов Гонконга – башня Банка Китая, нарушающая все законы фэншуя. Ведь в материковом Китае религии и суеверия считаются пережитком прошлого. Фэншуй, кстати, это даосская практика освоения пространства и переводится как «ветер и вода». В этом здании доминируют острые углы, которые так не любят местные и стараются их закрыть чем-то круглым. Традиция размещения апельсинов в углах квартир на счастье именно отсюда. Кроме того, фасад украшен перечеркнутыми линиями. По мнению практиков фэншуй, эти углы и линии представляют опасность для бизнеса в соседних зданиях. И потому на крыше осмотренного нами здания HSBC установлены две пушки, направленные на здание Банка Китая. Вот такие вот они, фэншуйные войны. А мы направляемся к англиканской церкви Сент-Джонс или Святого Иоанна, которая притаилась прямо среди небоскребов. Перед церковью выложен необычный узор в виде лабиринта, который местные проходят на удачу. Сент-Джонс – это самая старая христианская постройка города. Японские войска захватили Гонконг 25 декабря 1941 года, и даже в моменты обстрела в храме проходила служба. Английские войска не очень рьяно защищали Гонконг от японской армии, сконцентрировав все силы на обороне Сингапура, который в итоге они тоже потеряли, и это явилось крупнейшей капитуляцией британских войск в истории. На этом первая часть нашей прогулки по Гонконгу завершена. Во второй части мы продолжим осматривать район Централ, который является лидером по количеству небоскребов в мире. Покатаемся на уникальном трамвае, посмотрим на Гонконг с легендарного пика Виктория. Побываем в самом необычном Старбаксе, поднимемся на скалу влюбленных, увидим дом-монстр, необычный сад, созданный строго по фэншуй, и еще много интересного. Спасибо за внимание и до встречи!